Привет! Сегодня будет, наверное, самый короткий обзор фитнес-браслета, какой только можно себе представить. Пока на ютубе массово обозревается главный хит лета Mi Band 5 и количество роликов про него растет просто в геометрической прогрессии, я в свою очередь решил посмотреть на первый трекер от компании Realme. И вот честно признаюсь, что впечатления от него у меня не очень хорошие. Самая главная претензия к данному девайсу — это цена. Я попользовался им больше недели и вот никак не могу понять, почему же он так дорого стоит. На момент покупки я отдал за него почти 2000 рублей, и если посмотреть сейчас, то цена на него не слишком-то и упала. Понятно, что ребятам с Алиэкспресса тоже надо что-то кушать, но как по мне, красная цена этому браслету 1000 рублей, и никак не больше. А вот почему я пришел к такому выводу, я тебе сегодня и расскажу. Итак, первое — это экран. В Realme Band установлена TFT-матрица с очень маленьким разрешением 160 на 80 пикселей и диагональю 0,96 дюйма. И вот казалось бы, что в Honor Band 5i было нечто похожее, но тут есть очень важное отличие. В браслете от Realme дисплей не сенсорный, все управление зашито на тач-кнопку под экраном, по нажатию которой происходит пролистывание пунктов меню. И вот это дико неудобно, особенно когда пропустил нужный пункт, ведь теперь до него нужно крутить меню заново. Плюс ко всему на иконках в местах скруглений отчетливо видно пиксели. Тут я не буду, конечно, спорить, в браслете от Honor их тоже можно было разглядеть, но в целом анимация там смотрится намного гармоничнее. На самом деле ничего хорошего от управления одной единственной кнопкой ожидать не приходится. Чтобы зайти в любой из пунктов меню, необходимо зажать сенсор на несколько секунд. В меню браслета имеется всего 8 пунктов. Первый — это сводка активности, здесь можно посмотреть шаги, калории и пройденное расстояние. Далее идет измерение пульса, которое работает довольно странным образом. Тут ничего дополнительно активировать не нужно, как только ты долистываешь до этого пункта, измерение начинается само по себе. Считает браслет плюс-минус правильно, но расхождения все же имеются. Также вместо руки можно при желании измерить пульс чего-нибудь другого. Следующие 3 пункта меню — это активности, которые можно менять и назначать только в приложении. Всего для выбора доступно 9. Это бег, езда на велосипеде, поход по пересеченной местности, крикет, ходьба, тренировка в зале, хайкинг, велотренажер и йога. Далее за активностями следует выбор секундомера. Запускается он сразу же, как только ты его активировал, без возможности откатить на 0. Так что по факту это какая-то полуфункция. Запустить в нужный момент отсчет времени у тебя не получится. Предпоследним пунктом идет поиск телефона, ну а замыкает наше скромное меню раздел с информацией об устройстве. Никакие настройки с браслета установить нельзя, даже чтобы выбрать циферблат, тебе необходимо зайти в приложение. И вот на данный момент этих так называемых watchface'ов доступно всего 5. Причем все они довольно посредственно отрисованы. Единственный адекватный — это тот, что я установил, в виде электронных часов. Ведь несмотря на выставленную максимальную яркость, дисплей в дневное время, а на солнце уж подавно, слепнет так, что информацию еле видно. И только вот такие большие цифры во весь экран можно хоть как-то разглядеть. Ну и как ты, наверное, уже понял, абсолютно все в этом браслете настраивается только с помощью приложения. Будильник, уведомления, режимы мониторинга пульса, а также уровень яркости дисплея. Все это можно задать в Realme Link. Кстати, что касается уведомлений от приложений, то это отдельная история. Все, кроме WhatsApp, не имеет иконок. Понять, откуда пришло сообщение, не представляется возможным. Да и по-хорошему, эта функция здесь имеет также номинальное значение. В памяти устройства ничего не сохраняется, а отображается только в реальном времени. Прочитал сообщение, и оно тут же удаляется с главного экрана. Помимо всего прочего, в браслете заявлена функция мониторинга сна. Но вот сколько бы я с ними не спал, сон они не считали. А стоило только мне их снять и положить на стол на пару часов, как вдруг сон случился. Одним словом, мистика какая-то. Короче говоря, по функциональной части здесь все печально. Единственное, что понравилось, так это внешний вид. Браслет на руке смотрится хорошо, корпус тонкий и легкий, а ремешок в меру мягкий с застежкой, как у часов. Хочется думать, что над дизайном действительно поработали. Надевать и носить браслет каждый день довольно удобно. В отличие от того же огромного Redmi Band, дискомфорта во время сна браслет не доставляет. Только вот смысла в нем спать я не увидел. Также из плюсов могу отметить, что Realme Band имеет хорошую пыль и влагозащиту по стандарту IP68. Плавать в нем можно, но вот спортивные активности для этого не предусмотрены. По времени автономной работы браслет уверенно продержался 10 дней без подзарядки, что по сути и не мудрено при таком-то уровне яркости и малом количестве функций.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 90 мАч. Заряжается браслет от обычного USB-A адаптера, интерфейс под который скрыт в верхней части корпуса под ремешком. Решение хорошее и, как показала практика, очень удобное. И тем не менее, подводя некий итог, могу сказать, что я искренне не понимаю цель выпуска этого устройства на рынок. Ведь за те же деньги есть замечательный Honor Band 5 и 5i или тот же Mi Band 4. Да и скоро появится, а быть может на момент, когда ты смотришь этот ролик, уже появилась глобальная версия Mi Band 5 с гораздо большими функциональными возможностями, чем в браслете от Realme. По-хорошему, даже то, что нам предложили в Redmi Band, намного интереснее, чем в этом браслете. Вполне возможно, я чего-то не понимаю и просто недооценил его возможности. Так что если ты считаешь этот фитнес-трекер от Realme хорошим устройством, то напиши в комментариях почему. А на сегодня у меня все, спасибо тебе за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока.